Всем доброе утро. Императрица Екатерина Великая, которая при рождении София Августа Амелия Фредерика Гальцербская, ставшая впоследствии Екатериной Алексеевной II, очень трепетно относилась к своей внешности. И в молодости была очень миловидная девушка. Ухаживала за собой, и невзирая на то, что располнела уже к старости, но сохраняла очень свежую кожу, свежесть лица, сексуальность и не потеряла свою притягательность. У нее в мемуарах, в книгах, да и в рассказах очевидцев встречаем очень много ее личных рецептов, либо тех секретов, которые ей дарили ее придворные доктора, знакомые люди, фрейлины. Хочу вам сказать, что вопреки тому, что Екатерина Великая не верила в магию, она часто упоминает о предсказаниях ее судьбы, упоминает, например, о предсказаниях сначала Елизаветы Петровны, когда у той не было ни малейшего шанса взойти на престол. А потом тот же самый человек предсказал ей и сказал: «Я вас уверяю, что вы будете всероссийской самодержицей, увидите своих детей, внуков, правнуков и умрете в глубокой старости». И это вызывало у нее смех, потому как она много лет, будучи замужем, не могла родить наследника. У них не было даже постельных отношений с мужем. Но потом, когда все это начиналось сбываться друг за другом, она, естественно, призадумалась и в более такие зрелые годы, когда писала свои мемуары. Кстати, написаны мемуары не через, скажем так, писаря придворного, а именно она лично писала и очень любила писать много. Очень много томов создала, вела личную газету специально, такую императорскую, следила за экзаменами в школах. Великая была женщина, о чем говорить. Она правила действительно, не просто сидела на троне, как декорацией занималась балами и развлечениями. Она управляла целым государством, и население этого государства 5 раз увеличилось, и точно так же увеличилась и территория этого государства во время правления немецкой женщины на российском троне. И она говорила следующую фразу: «Не жди, пока Россия тебя полюбит, полюби ее сама». Я именно так и сделала. Вот так она жила, собственно говоря. И о том, что она была до старости привлекательная женщина, не красавица, но привлекательная, свежая, и у нее не было практически морщин до самой смерти. Это все секрет ее определенных, скажем так, действий. Во-первых, каждый день она протирала лицо, льдинками, которые специально для нее подготавливали. Любила есть бруснику, говорила, что это повышает сексуальность. Вообще любила ягоды. Она мало пила, можно сказать, практически не пила, изредка. И чаще всего поднимала бокал, полный соком смородины, а людям как бы казалось, что это вино. Заканчивала свои балы к 10-11 часам вечера. Уделяла очень много времени отдыху, то есть ночному отдыху, и правильно делала, поэтому и прожила так долго. И самое интересное, что только к годам 65, вот примерно так, она позволила себе спать больше на час, чем раньше. Просыпалась в 6 утра, заваривала себе очень крепкий кофе. Настолько крепкий, что вот этим вот остатком кофе пользовались еще садовники, слуги, себе заваривали кофе. Вот
гущей кофейной. Сама топила печь, не будила слуг, чтобы они выспались. Вот настолько это достойная личность. О ней можно рассказывать очень много, невзирая на все сплетни, грязь. И если о ней говорили вот эти все грязные слухи и прочее, это все пришло из Запада. Запад всегда не любил сильных правителей России, потому что при сильных правителях не мог вести себя, как хотел. Как сказал один из ее, извиняюсь, министров, я не знаю, что будет при вас, но при нас даже пушка в Европе не смела стрелять без нашего на то дозволения. Вот так она держала эту власть, и, естественно, ее пытались очернить. Хочу сказать, что она верила в магию. Она пользовалась некоторыми заговорами немецкими, и об этом свидетельствует ее фройлины. Пользовалась русскими заговорами, очень любила русский фольклор, русские песни. Но то есть, вопреки тому, этот человек не то, что не верила в магию и преследовала колдунов и чародеев, нет. Она не любила мошенников. Она не любила людей, которые строили из себя тех, кем не являлись. Тот же самый граф Калиостро, который был великий аферист и, скажем, интриган. Конечно, она его выгнала, потому что увидела, что это всего лишь человек, немножко знающий алхимию, какие-то химические реакции и прочее, прочее, которые выдаются за магию. Фокусник. Потому как очень часто она пишет о предсказаниях, сделанных ей, которые ей, то есть ее поразили в последующем из-за того, что они сбывались. Человек, не верующий в это все, не будет с таким восхищением об этом говорить. Я советую вам прослушать ее мемуары. Есть аудиокнига в Ютубе «Мемуар Екатерины Великой». Да, их много. Или прочесть ее книгу, более так проникните, ощутите ее перед собой. И там ничего не изменено, всего лишь некоторые элементы как бы переведены на наш современный говор, язык, чтобы было более понятно. И настолько богатый язык, настолько глубокая мысль, речь утонченная. Вот просто читаешь и понимаешь, что человек не просто правила страной, она любила эту страну, этот народ, потому как иначе она бы так старательно не выучила язык до совершенства. И многие императоры, которые игнорировали русскую литературу, игнорировали вообще российскую жизнь, так получалось, что власть и народ были совершенно отдельные субъекты, понимаете? То есть они не чувствовали свой народ, не знали, кем правят, что нужно этому народу. Поэтому и проиграли в итоге. Они не последовали своей мудрой бабушке, ее примеру. И когда Николай II в Ипатьевском доме ожидал своей участи, ему приносили книги русских писателей, которые никогда не читал. Он читал французский. Так. Он был образованный человек, очень, но был слабохарактерный, но был очень добродушный человек. Из-за своей добродушности попадал во всякие там капканы, скажем так. И когда он прочитал, он сказал: как жаль, что я раньше этого не сделал. Я бы знал, как править своим народом правильно. Вот поэтому и говорю, интересуйтесь, узнавайте свои корни, узнавайте то, что вас окружает, узнавайте народ, рядом с которым, среди которого вы живете, чтобы потом не было мучительно больно от того, что как жаль, что я раньше не интересовался этим всем, а мог бы совершенно по-другому жить. Это касается и нас с вами всех, кто живет в России. Для того, чтобы полюбить эту страну, нужно знать историю этой страны, нужно вникать, интересоваться, читать. Понимаете, невозможно любить то, чего ты не знаешь, что для тебя незнакомо и чуждо. Вот чтобы любить эту страну, этот народ, нужно знать эту страну, этот народ. И вы поймете, сколько здесь было достойных людей, достойных мужей. Просто едешь, например, в ту же Москву, центр Москвы, да, где там лобное место, где Кремль. И вот, зная историю этой местности, представляешь, сколько там было всего. Там творилась история, сколько было боли, сколько было
человеческих судеб загублено. И воистину начинаешь любить ту землю, где находишься, где живешь, любить этот народ. Невозможно, не любя, не уважая, жить. Это мучение, тогда не следует оставаться здесь, понимаете? Только таким образом. Так что знакомьтесь все-таки с ее биографией, вам будет очень интересно. Там нет воды, там все по существу, там поражаешься ее памяти, ее эрудированности. Просто вот невозможно, ведь человек совершенно попала в эту страну, даже не знала русского языка. 2 слов не могла связать. И она всецело посвятила себя России. Вот за что ей честь, хвала и великая благодарность. И не слушайте, и не смотрите грязные западные пропагандистские эти гадости, потому как это все делалось из-за зависти к ней. При Елизавете Петровне они были более вольные, могли творить, что хотели. Она была не очень умелая правительница. А при Екатерине она их так держала, что не смели пикнуть лишний раз. И принимали в российскую армию только с понижением по службе. Они должны были заработать это повышение. И Петербург, он стал местом для переговоров разных народов. С Петербургом начали считаться. Так что, дорогие друзья, те, которые бьют себя в грудь, орут о том, что они истинные арии, задумайтесь. Немка управляла Россией лучше, чем все русские императоры. Это о чем говорит? Это говорит о качестве человека. Любовь к определенной стране не зависит от национальности. Это зависит от качества человека. Насколько человек достойный, утонченный. Итак, начнем. Когда Екатерина Великая привыкала к климату России, много десятков лет она то есть время от времени болела чем-то. То у нее была сыпь, то у нее были покраснения кожи, то у нее были жуткие колики и приступы. Ее организм привыкал к климату Петербурга, который влажный и не совсем хороший для иностранцев. И в конце концов она, естественно, привыкла и очень любила Петербург. И мы знаем, насколько она нежно относилась к этому городу, приукрасила ее всю. И вот один из таких случаев, когда у нее, может быть, из-за каких-то гормональных сбоев, поскольку она не жила нормальной жизнью супружества, мы знаем, за какого оболтуса ее выдали замуж, у нее, значит, проступила сыпь и с гноем, и, в общем, очень обезобразила ей лицо до такой степени, и она, человек очень чувствительный ко всему этому, просто закрылась в своих покоях и не выходила. И врач ее, Бургов, давал ей всякие разные там средства, витамины какие-то, мази. Ничего не помогало. И в конце концов он сказал: я знаю, какое средство вам дам, которое вам поможет. И отдал ей тальковое масло, которым она пользовалась. И он сказал, что можно просто мазать на лицо, можно добавлять воду и делать компрессы. Вам даже особо не нужно, он сказал, можно даже раз в неделю. Но зная Екатерину, мы понимаем, что она делает это каждый день, чтобы быстрее избавиться от прыщей. Так вот, тальковое масло, которое можно добавить в воду, несколько капель, и делать компрессы лица. Либо очень малое количество мазать на лицо. И через некоторое время прыщи уходят. Однако хочу сказать, что Бургов это не сам придумал. Будучи иностранцем, но Бургав, чтобы вы поняли его фамилию, он, живя в России, он, естественно, знал о целительских различных методах русских целительниц и этим пользовался в своих медицинских целях. Фрейлины Екатерины Великой говорят, что она что-то там шептала, когда капала это все в воду и делала компрессы. Нашептывала и о чем им не говорила. И когда я начала читать ее мемуары, более так углубилась в ее биографию, я поняла, что это было. Это был заговор. Есть различные заговоры для красоты лица, которые начитываются во время того, когда мажут крем,
либо очищает лицо каким-то там средством. Так вот, я вам хочу дать такой заговор. Естественно, заговор мой, но основан на именно вот этом древней методике создавания заговора, как призывать красоту и убрать ненужное. О, видите, даже кто-то тут полетел. Может быть, она сама пришла. Шучу. Просто о душе, когда говоришь, когда много воспоминаний об определенной личности ушедшей, говорят, что эта личность присутствует там, то есть энергия ее притягивает. Ну, да ладно. Итак, хочу вам дать, во-первых, подарить тайну красоты лица, одну из тайн, потом я еще другие вам выдам. Это тальковое масло. Нужно добавлять несколько капель в воду, делать компресс и прикладывать к лицу. И не смывать потом водой. Либо очень малое количество вместе с кремом перемешать и натирать на кожу. Потому что если прям напрямую это масло, могут возникнуть некоторые проблемы. То есть, по сути, он очень такое средство сильное, и следует использовать вместе с другими средствами. Или с водой. И второе. Подарить вам заговор, который можно начитать каждый раз, когда вы наносите крем на лицо, когда вы очищаете лицо, смываете макияж, неважно. Каждый раз, начитывая этот заговор, вы, по сути, убираете вот эту отрицательную энергию, которая обезображивает лицо, которая как-то притягивает старость. Одним словом, все ненужные откидывает от лица и привлекает энергию красоты. И вы сами заметите, что простое нанесение каких-то масок, скрабов и так далее, и нанесение вместе с заговором очень большая разница. Мне обычно после ритуалов, там, например, спасение волос, да, шикарные волосы и прочее, очень много пишут о том, что знали некоторые рецепты раньше, применяли, вроде неплохо работали, но с заговором они работают намного усиленно. Почему так происходит? Потому что помимо средства вы еще как бы закрепляете это словом, понимаете, могуществом слова, магией. Итак, что нужно читать, когда наносите какое-либо средство на кожу? А в этом случае очищение, да, лица от прыщей, чистота лица – это тальковое масло. Время от времени пользоваться этим, очищать, убирать лицо. Еще одно средство вам хочу сказать. От потемнения кожи, от сыпи, от, значит, вот эта чешуйчатость кожи бывает иногда прям лезет. От различных кожных проблем. Элементарная мазь Синафлан. Это мазь нашего производства. Нельзя мазать долго. Вот неделю применяйте, потом пусть отдыхает кожа. Долго нельзя. У вас кожа станет мраморная. Просто мраморная. Это тоже еще один совет. И нанося вот эту мазь, тоже можете читать заговор. Что делает Синафлан? Просто я, когда порекомендовала, там у кого-то было покраснение жуткое и так далее. Вот помимо вместе с заговорами, то есть и вот эту мазь применять время от времени, именно лечить физиологию кожи. Потому что заговор, он лечит как бы энергию кожи, да, привлекая со временем. Для этого нужно время, привлекая красоту и сохраняя эту красоту. А средства, подобные сильные средства, они изначально действуют сразу же. То есть их воздействие видно сразу. Синафлан. Чуть-чуть наносите и мажете на лицо. И буквально через 2-3 приема у вас лицо начинает очищаться на глазах. У кого есть сильные проблемы с кожей, можете наносить под косметику. Совершенно недорогая мазь, но замечательная. Итак, пока что говорим про тальковое масло. Начнем. Я словом могучим и силою древней
очищаю свое лицо, смываю грязь и сыпь, оставляю ясность и чистоту, яркость и красоту. Выйди из кожи гной и чернота, и оставайся только красота. Сильным словом заклинаю, к себе красоту призываю. Хорошею, молодею, истинно так, заклято. Я словом могучим и силой древней очищаю свое лицо. Смываю грязь и сыпь, оставляю ясность и чистоту, яркость и красоту. Выйди из кожи гной и чернота, и оставайся только красота. Сильным словом заклинаю, к себе красоту призываю. Хорошею, молодею, истинно так, заклято. Кстати, древние секреты красоты есть у меня, то есть заговоры, да, видеоролик. Есть еще очищение кожи, есть исцеление водой. Это все для кожи и для красоты. Есть к богине Мзекала, очень хорошо работает. Еще раз. Я словом могучим и силою древней очищаю свое лицо, смываю грязь и сыпь, оставляю ясность и чистоту, яркость и красоту. Выйди из кожи гной и чернота, и оставайся только красота. Сильным словом заклинаю, к себе красоту призываю. Хорошею, молодею, истинно так, заклято. И поблагодарим великую Екатерину за то, что она в своих мемуарах поделилась с нами такими секретами красоты. И будем этим пользоваться. Всем удачи!